Привет, мои хорошие! Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал «Вы на Мальфаровой свече». И с вами Каролина. И сейчас мы сделаем гадание с вами, чистку и отливку. Благодарю за то, что вы со мной, милые мои хорошие. И мы начинаем. Не забудьте подписка, лайки, комментарии. Так, уже вижу. Новости срочные придут. Надо будет очень срочно действовать. Это что-то дела семейные, да, что-то, например, отправлять, куда-то ехать или получать, или вот какая-то такая суета, но вы все успеете. Прямо вот вижу, знаете, так руки сложил человек, да, и говорит, ну все, я все сделал как надо. То есть как быстро придется, да, аккумулировать свои какие-то силы, возможности, не знаю, связи. Что-то быстро-быстро сделайте, это будет классно, полезно для вас, для вашей семьи, для ваших родных. Так, чествование идет. Кого-то поздравляют люди, желают добра и счастья. Вы знаете, искренне желают. А даже есть кто-то, этот человек далеко находится, и очень этому человеку грустно и жаль, что в такой важный торжественный день он не с вами рядом, вот, что он не может быть рядом. Но его сердце, его мысли, они рядом с вами. Вот будьте уверены. Ой, какая у нас императрица тут прорисовалась. Вы посмотрите, сидит королевишна на таком троне. Боже мой. Ну, здесь однозначно показана женщина, которая управляет другими людьми, хочет, чтобы было все по ее, но она и действительно, скорее всего, в своем кругу самая опытная, либо самая взрослая. Здесь женщине этой придется делать какой-то серьезный выбор. Может быть, знаете, как вот помните в фильме, да, казнить или помиловать, то есть кого-то отругать или наоборот похвалить. Ну вот будет какой-то приниматься серьезный выбор, приниматься вами. Это может быть связано, кстати, и с любовью. У женщины сердце в руках. Хотя, если это связано с семьей, мы же любим своих родных, правильно? Конечно, мы отдаем каждому человеку, которого мы любим, кусочек своего сердца. А кому-то и все свое сердце отдаем, правда же? Так, вижу борьбу за власть, за влияние. Это две женщины, насколько я вижу, обе амбициозные. Каждая считает себя достойной или главной. Какая-то долгоиграющая история. Могут быть, например, невестка и свекровь, да, каждая за свое влияние на мужчину, та на сына, та на мужа. Вот, может быть, две подруги, две сестры. Вот, может быть, даже, допустим, конкуренция на работе. Здесь, знаете, такого я, конечно, давно не видела. Здесь вот эта победа, она будет переходить все время из одних рук в другие. Ну, пока что так. Как будто такой четкой, безоговорочной победы одной женщины над другой нет. Оно туда-сюда переходит. Знаете, переходящий кубок, помните? Выражение это. Пока что вижу так. Смотрите, кто-то ходит в розовых очках. Это иллюзии, это какие-то мечты. Это может быть еще влюбленность, надежды, предвкушение, да, когда человек ходит там, и все мысли только о своем предмете обожания, да, и представляется вот это вот, как это пройдет эта встреча. Вам нравится находиться в этих грезах, потому что они очень сладкие. Но также я вижу, что вам как будто и не хочется смотреть на жизнь, скажем так, трезво, то есть прям принять ситуацию, как она есть, да, вы все-таки что-то там дофантазируете, додумываете, да, ну так приятнее, скажем так, да. Так, здесь вот кто-то переберет алкоголь, и в какой-то момент, это мужчина, да, это мужчина, скажет какое-то откровение, как разболтает буквально, знаете. Этот мужчина выболтает какую-то тайну. Вот. Так что ушки востро, что называется, держите, да. Скоро какой-то мужчина что-то расскажет, то, что никогда бы в жизни не сказал, как говорится, по-трезвому. Так. Новое знакомство идет. Брюнет, девочки. Красиво сложен. Такой человек, отличительная его черта, он имеет план на жизнь, цели свои, идет к своим целям.
Вот. Любит под контролем все держать. Но я имею в виду себя, свои дела. Не другого человека, там, женщину, допустим, под контролем, а вот у него, чтобы все было четко, да. Образован. Хорошо образован. Знакомство будет в людном месте. Я вижу, что вокруг вас много людей. Большая такая тусовочка прямо, знаете. Может, где-то в клубе, может, где-то, я не знаю, в бассейне, в аэропорту, где-то, где много людей, произойдет знакомство. Просто так как-то непринужденно познакомитесь, понравитесь друг другу, и процесс пойдет. Все. Так. Свадьбу вижу. Свадьба. Немногочисленные гости, но самые дорогие люди. Вы знаете, свадьба, не, ну так не пышная, чтобы сказать очень, но брак будет очень счастливым. Потому что он строится на искренней взаимной любви, на доверии, да. Там есть вот такие столпы, прям вот то, что самое важное. Поэтому не столь важно, какая будет эта свадьба, а важно, как люди будут жить дальше. Вот так. Что ты трещишь? А? Смотрите, в ступе прямо бабка-ёжка. Вы видите? Вот в ступе сидит. Так, ну, здесь может кто-то, конечно, делать какие-то вещи, не знаю, гадать, чаровать и так дальше. Женщина старшего возраста закрывает своей спиной что-то, что ей принадлежит, а вот это, что делает, отправляет куда-то в другую сторону. Ну, это, может быть, кто-то обращается, да, к такому человеку. Если обращаетесь за каким-то делом, то вот это очень она ведущая, она реальная ведьма. Вот. Но, может быть, кто-то это, конечно, и сам что-то делает другим людям, в сторону других людей. И я могу сказать, как она выглядит. Она все время крутит себе на голове что-то. Вот там узел какой-то, или 2 узла даже закручивает, или узел, да. И такая она, может быть, сама и не полная, но вот лицо, ну, как полновато. Или, знаете, как второй подбородок такой, как, ну, так вот она выглядит как-то. Вот сидит в ступе и смотрит вперед, да, и что-то делает. Э, Так, а мы ее давайте сейчас вот так вот запаяем ее полностью. Пусть ее действия останутся вот здесь вот в воске. Сейчас я это делаю. Сейчас, секундочка. Потому что кому-то реально она что-то хочет навредить. Так, либо сама лично так возжелала, да, либо это, конечно, платная услуга. Но вот я его полностью запаяю. Сейчас, видите, ее прямо даже не видно. Вот так, все ее действия запаяем. Все. Чтобы оно никуда не полетело, чтобы оно там на месте где-то закружилось, осталось. Так, дальше. Какую-то книгу вижу, это как обучение, как информация. Это еще у нас, знаете, как важные какие-то документы. Важные документы. Кто-то будет либо подписывать, либо... Ну вот что-то с бумагами очень ценное, важное связано идет. Кто-то будет что-то подписывать. Смотрите, продаете, приобретаете, или недвижимость идет, или договор подписываете, да, по работе там, ну, что-то такое. Может быть, проверка еще, может так быть показано, что приходят, проверяют ваши записи. Так, а вот вижу, кто-то убегает, аж пятки сверкают. Знаете, как будто надо убежать, спрятаться. Может, от ревнивого мужа убегаете, да? Или мужчина какой-то, как бы надоел уже, эм, скажите, ну, своими ухаживаниями, своими какими-то письмами. Допустим, вам не нравится, да? Так, вот как будто кто-то убегает от кого-то. Так, идет сложный экзамен. У кого-то сложный экзамен. Человек очень волнуется. Сдаст, не сдаст. Сдадите, конечно. Вот прям я вижу, стоит, вот прямо вижу я, да, стоит экзаменатор и стоит человек, который сдает этот экзамен. И прямо коленки дрожат. Да сдадите вы, боже мой, это все взрослые люди. Это какой-то идет, может, вы на права сдаете, да, может быть, там какой-то экзамен, я не знаю, языковой. Что-то человек сдает и очень сильно переживает. У вас все будет хорошо. Никто не заинтересован, чтобы вы 10 раз приходили. Так,
оставляет какой-то след. Вот идет человек и следы оставляет. Вот для меня, когда так показано, о, кстати, у меня же есть ритуал на эту тему, надо будет сделать вам, показать, дать или для спонсоров, ну, для всех. Раз уж обещала, то для всех дам. Смотрите, идет человек и оставляет следы. Это можно читать как то, что кто-то наследит, да? Ну вот, например, те же тайные встречи, да, хотел тайно сходить, а потом раз и как-то наследил, и все вскрылось. Вот. Но это может еще быть, когда человек что-то делает в жизни и хочет, чтобы ну, след, то есть память об этом человеке осталась, да, и в этом деле, и в этом деле. Я не знаю, кто-то сад посадил и вот оставил такой след, кто-то там вырастил детей. Все по-разному, да. Но вот оставляется какой-то след. Обратите внимание, как это может проиграться именно в вашей ситуации, в вашей жизни. Так, 3 человека. Нет, стоп. 2 человека отвернулись друг от друга, надулись так, а третий как примиряет, мирит. То есть вот говорит, да, ну что вы, ну перестаньте, да, ну давайте, ну поговорите, или давайте поговорим. Тут однозначно будет третий человек, но он выступает как, ну, как добро для пары, да, он хочет именно людей примирить, помирить. Может быть, родители будут, например, своих молодых детей, там, пару молодую примирять, да, или, может быть, вы для кого-то станете таким добрым ангелом. Может, вас будет кто-то примерять. Ну, вы знаете, я вот вижу, что люди все-таки, ну, как бы не оттолкнулись, не ушли друг от друга. Да, они пока что спиной, но они даже спиной прилепились друг к другу. Поэтому здесь факт того, что примирение будет, он очень такой большой процент я могу дать на это, да, что люди прислушиваются, то, что им вот говорит вот этот третий. Так, крупное приобретение, вот похоже, как автомобиль идет. Вы знаете, вот интересно то, что он показан как старинный. Это может показывать, что действительно кто-то любит ретро и будет приобретать, да, почему нет? Много людей смотрит меня разных. Либо это может еще давать такую информацию, что это как не новый автомобиль, а который был уже в употреблении. Поэтому он так показан мне, да, как форма старинного, старого какого-то автомобиля. Так, новая работа идет кому-то. Кто-то берет прямо такой новый молоточек. И знаете, так тук-тук-тук. И из-под этого молоточка денежка так и летит. Новая работа идет кому-то, на которой вы будете очень хорошо зарабатывать. Денежка. И знаете что? Вот не только хорошо, а вот как-то и не трудно. Вот как будто так легко этот человек вот этот тук-тук делает, да, и денежка полетела, полетела. Какая-то легкая и денежная работа идет кому-то. Вот так бы я сказала. Так, смотрите, такое впечатление, что вот птенчик вижу, да? Птенчик не может еще лететь. У него крылья еще. Он не оперился еще, да, нет этих перышек, крылья еще слабенькие, допустим, да. Но человек настолько вот, опять же, амбициозный, что хочет куда-то, планирует полететь. Возможно, например, у вас ребенок есть, который еще, ну, юный очень, да, и вот себе напланировал, вот я там уеду куда-то учиться или еще что-то, да, или в поисках интересной и лучшей жизни. Вот здесь такое вот ощущение, что нужно немножко придержать еще этого человека, потому что еще он не оперившийся. Это может быть также показывать, если вы собрались, вы лично, вы, кто меня смотрит, да, ну, в какой-то бизнес. Вот я хочу открыть, у меня, правда, денег нет, да, но я хочу открыть там, я не знаю, салон, допустим, да. Денег нет, но я где-то найду, где-то одолжу. Там идея тоже просто в голове, ничего не просчитано, не выписано, да, ну, но очень хочу. Смотрите, здесь тогда подсказка, что, пожалуйста, вы очень чего-то хотите, но вы подойдите к этому с умом, да, просчитайте, посоветуйтесь с специалистами, чтобы это вот не был такой прыжок неоперившегося птенчика, да, чтобы у вас же получился этот полет, правильно? Так. Ну, здесь идет, кто-то вернет долг, кто-то его, соответственно, получит. Человек будет очень рад и доволен, потому что такое есть ощущение, что человек думал, что он уже своих денежек не увидит. Такой идет момент. Так, смотрите, будет какая-то раскрываться ситуация, и это очень положительно для двух людей. Вот 2 человека, а между ними запутанная какая-то история. И в этой запутанности кто-то принял участие, как специально накрутил что-то, накрутил, нагородил или наговорил, или что-то такое. Могут быть сплетни.
И вот этот туман рассеивается, и люди как будто ясно-ясно видят ситуацию. Да что же все-таки произошло? И вот эта ясность, она поможет и сохранить отношения, и понять друг друга, и понять, кто прав, кто виноват, да. Вот такая будет ситуация происходить. Рассеется вот эта мгла, вот этот туман, и все станет ясно. И это замечательно, потому что иначе люди могли бы как бы даже пройти мимо друг друга. Каждый мог пойти своей дорогой, потому что вот какой-то узел такой запутанный прямо над парой, понимаете, над людьми. Это может касаться мужчины и женщины, да, пары. Это может касаться дружбы. В дружбе тоже такое бывает, понимаете, что кто-то вмешивается и разрывается эта связь. Так, вот еще вижу, кто-то смотрит в зеркальце, да, прямо как в той сказке, да, свет мой зеркальце скажи, да всю правду расскажи, да, кто ж тут на свете всех милее. Смотрите, кто-то будет заниматься своей внешностью, как-то себя украшать, улучшать. Что-то это могут быть обычные какие-то косметологические процедуры, это может быть что-то более серьезное. Каждый по-своему подходит к своей внешности. Я вижу, что здесь будет шикарный результат. Здесь, может быть, даже человек решил изменить полностью свой внешний облик там за счет покраски, да, была блондинка, стала брюнетка или наоборот. Я вижу, что вам будет очень-очень красиво, вы будете себе нравиться, это будет, ну, как бы оправданы эти, что ли, риски, да, и очень будете тоже вы нравиться окружающим людям. То есть здесь прям такой будет, знаете, полет. Ах, как все красиво получилось. Вот, пожалуй, на этой такой классной ноте мы и остановимся с вами. Дорогие мои, всех люблю и обнимаю. Всем желаю добра, любви, мирного неба над головой, здоровья, гармонии, взаимопонимания, счастья, всего самого лучшего, благополучия. И, пожалуйста, будьте добрее друг к другу, да, и тогда весь мир, все мы станем счастливее. Спасибо и до новых встреч.